На дне Атлантического океана на глубине более 12 тысяч футов лежат обломки одного из самых известных кораблей в истории — «Титаника». Погружение в эту таинственную бездну стало возможным благодаря высокотехнологичному оборудованию и смелым исследователям. Первые экспедиции начались в конце 20 века, и именно тогда ученые начали находить невероятные артефакты, которые рассказывают о судьбе корабля и его пассажиров. Одной из первых находок стала огромная часть корпуса, обнаруженная в 1985 году. Эта находка подтвердила, что «Титаник» не был полностью разрушен, а сохранял значительные элементы своей конструкции. После этого были обнаружены множество других фрагментов, включая уголь, оставшийся от печей, которые когда-то отапливали корабль, и личные вещи пассажиров. Среди находок были и уникальные предметы, такие как посуда, аптечки и даже одежда. Эти артефакты позволяют нам заглянуть в жизнь людей на борту «Титаника». В 1991 году исследователи подняли с морского дна уникальный золотой карманный часовщик, который принадлежал одному из пассажиров. Этот предмет стал символом той трагедии и был выставлен в музеях по всему миру. Одна из самых шокирующих находок произошла в 1995 году, когда исследователи обнаружили половину первого класса, в которой по-прежнему остались элементы интерьера. Столы, стулья и даже стеклянные люстры сохранились в удивительном состоянии, учитывая, что прошло более 80 лет с момента катастрофы. Эти предметы стали не просто артефактами, а настоящими свидетелями того времени. С каждым новым погружением археологи открывали все больше загадок. В 1998 году была найдена бутылка красного вина, которая, по всей видимости, была предназначена для одного из знатных ужинов на борту. Это открытие не только удивило исследователей, но и стало напоминанием о том, что на «Титанике» были моменты роскоши и комфорта, которые предшествовали трагедии. В последующие годы глубинные исследования становились все более тщательными и разнообразными. Ученые использовали подводные дроны и современные технологии, чтобы изучать обломки и находить новые артефакты. С каждым новым открытием приходили новые вопросы, и тайны, связанные с «Титаником», становились все более интригующими. Изучение находок на дне океана не ограничивается только физическими объектами. Это также возможность понять, как корабль и его история влияли на общество. Заглянем в прошлое и выясним, что произошло с «Титаником» в его последние часы. В последние часы своего существования «Титаник» проходил через мрачные и тревожные события. В ночь на 15 апреля 1912 года, когда на борту находилось более 2000 людей, корабль пересекал водные пространства, полные ледяных айсбергов. В 8 часов вечера, когда многие пассажиры наслаждались изысканным ужином, на мостике уже начали поступать тревожные сигналы о наличии льда в близлежащих водах. Капитан Эдвард Смит, опытный мореплаватель, принял решение продолжить путь, надеясь, что ситуация не станет критической. В 9 часов 30 минут вечера команда, не замечая реальной угрозы, повышала скорость, чтобы сэкономить время на пути к Нью-Йорку. Эти решения стали фатальными, так как именно в 11:45 корабль столкнулся с огромным айсбергом. Удар был настолько сильным, что огромные пласты стали разрываться как бумага, и через считанные минуты нижние палубы начали заполняться водой. Ситуация на корабле быстро становилась катастрофической. Около 11 часов вечера пассажиры начали осознавать серьезность происходящего. В это время капитан Смит отдал приказ о запуске спасательных шлюпок, но паника охватила людей. Многие, не веря в возможность катастрофы, не спешили покидать тепло и комфорт своих кают. Некоторые шлюпки были спущены с недостаточным количеством людей, тогда как другие оставались пустыми. Спасательные операции проходили в хаосе, и отчаяние возрастало с каждой минутой. «Титаник», величественный и гордый, в конце концов покинул свою судьбоносную палубу. Около 12:20 минут утра, спустя всего 2 часа после столкновения, корабль начал стремительно погружаться в ледяные воды Атлантики. Пассажиры и команда пытались спастись, но холодная вода забирала жизни, унося людей в бескрайние глубины. В течение нескольких часов после трагедии в океане осталось множество жизней, и только небольшая часть пассажиров смогла выжить, оказавшись на спасательных шлюпках. Эти остатки человечества были вытащены из ледяных объятий океана только через несколько часов. В тот момент, когда «Титаник» полностью утонул, не осталось ни одного следа его славы, лишь бесконечная синяя гладь воды, которая поглотила его навсегда. Теперь, спустя годы, исследователи продолжают изучать этот величественный корабль и его последние моменты, восстанавливая события той ужасной ночи. Каждый новый артефакт, поднятый с морского дна, помогает сложить картину последних часов «Титаника», раскрывая не только его трагическую судьбу, но и судьбы всех тех, кто оказался на борту. Эти открытия становятся ключом к пониманию того, что происходило на самом деле, и к восстановлению исторической памяти о событии, повлиявшем на восприятие безопасности на море. Теперь, когда у нас есть возможность узнать больше о тех, кто пережил эту ужасную катастрофу, давайте обратим внимание на удивительные истории о выживших, которые могли бы рассказать о своем опыте, если бы им это удалось.
Поисковые операции, связанные с обломками «Титаника», стали одними из самых масштабных и сложных в истории подводной археологии. С момента его затопления в 1912 году исследователи пытались найти его местоположение, но лишь к концу века им удалось добиться значительных успехов. Первые попытки начались в 1953 году, когда была запущена поисковая операция, но безуспешно. Лишь спустя 3 десятилетия, в 1985 году, команда франко-американских исследователей под руководством Роберта Балларда смогла установить координаты корабля, лежащего на дне Атлантического океана. С момента открытия обломков началась настоящая охота за артефактами. 80 лет безжизненности на дне океана дали свои плоды. Множество объектов сохранилось в удивительном состоянии. Поисковые экспедиции, использующие субмарины и подводные дроны, стали стандартом для исследований. Каждый выезд на морское дно представлял собой риск и требовал значительных ресурсов. Исследователи сталкивались с низкими температурами, высоким давлением и потенциальными повреждениями от коррозии. Объем работ был колоссальным. Обнаружение первых артефактов стало значительным прорывом. Уникальные вещи, от посуды и одежды до личных принадлежностей пассажиров, поднимались на поверхность и привлекали внимание всего мира. Например, в 1990 году, во время одной из экспедиций, исчезнувшая бутылка с красным вином, принадлежавшая одному из пассажиров, была найдена на дне. Она стала символом тех радостных вечеров, которые сопровождали путешествие на «Титанике». Объекты находили не только в самом судне, но и вокруг него. В 1991 году исследователи обнаружили идеальные для изучения фрагменты интерьеров, включая элементы роскошной обстановки первого класса. Это стало настоящей сенсацией. Каждый новый артефакт предлагал углубленный взгляд на жизнь пассажиров, их привычки, интересы и повседневные заботы. К тому времени, как на дне были найдены останки, исследователи делали все возможное, чтобы тщательно документировать каждый артефакт и сохранить его для будущих поколений. Они использовали камеры и технологии трехмерного сканирования, чтобы создать точные модели находок. Тем самым широко открывались двери для дальнейшего изучения и понимания трагедии «Титаника». Поисковые операции продолжались непрерывно в течение более чем 2 десятилетий. Каждый новый выход на поверхность приносил не только найденные предметы, но и вопросы о том, как лучше всего сохранить эти исторические находки. Процесс извлечения из морских глубин требовал инновационных подходов и методов. Так, в 1998 году была создана специальная команда для работы с подводными дронами, которые позволяли исследовать труднодоступные участки. С каждым новым погружением исследователи не только находили артефакты, но и прокладывали путь к пониманию того, как именно потеря «Титаника» повлияла на морскую безопасность и лодочную индустрию в целом. Упущения, допущенные в тот роковой вечер, стали приводом для реформ и изменений в правилах мореплавания. История «Титаника» не заканчивается на его затоплении. Она продолжается в документах, артефактах и множестве исследований, которые помогают понять не только саму трагедию, но и людей, оказавшихся на борту. Теперь, когда мы знаем, какие артефакты были найдены и какие истории они рассказывают, давайте сосредоточимся на тех, кто пережил этот ужасный момент и остался в живых, чтобы рассказать о своих переживаниях. Среди всех находок, поднятых с морского дна, уникальные артефакты «Титаника» выделяются своей исторической значимостью и эмоциональным воздействием. Каждый из них не просто вещь. Это свидетельство того, что пережили люди, находившиеся на борту в ту злополучную ночь. Одним из наиболее запоминающихся предметов стал знаменитый сервиз из тончайшего фарфора, использовавшийся в ресторане первого класса. Этот сервиз, обнаруженный в 1991 году, позволил исследователям заглянуть в мир роскоши и изысканности, которые ощущали пассажиры, наслаждаясь вечерними ужинами на борту. Также среди находок оказались личные вещи пассажиров, от золотых карманных часов до детских игрушек. Один из самых трогательных артефактов – это мягкая игрушка, принадлежавшая маленькой девочке, которая, к сожалению, не пережила катастрофу. Этот предмет стал символом утраченной надежды и трагедии, пережитой многими семьями. В 1995 году исследователи подняли с дна океана еще один интересный артефакт – изящный платок, который также принадлежал одной из пассажирок первого класса. Этот платок, украшенный вышивкой, отражает уровень стиля и изысканности, который был характерен для того времени. Если копнуть глубже, то среди находок встречаются и более обыденные вещи. Предметы, которые на первый взгляд кажутся незначительными, но на самом деле открывают богатую картину повседневной жизни на борту. Это могут быть обычные бутылки с медикаментами, оставшиеся в аптечке, или даже неиспользованные билеты. Эти находки напоминают о том, что пассажиры не только наслаждались роскошью, но и сталкивались с обычными заботами и проблемами. В 1996 году исследователи нашли множество фрагментов мебели, сохранившихся в невероятном состоянии. Это были не только стулья и столы, но и элементы роскошных интерьеров. Например, уникальные стеклянные люстры, которые когда-то освещали проходы корабля, теперь покоятся на морском дне.
Их сохранность удивляет. Они сохранили свою форму и блеск, несмотря на годы, проведенные в холодной воде. Каждый новый артефакт, найденный на дне, не просто пополняет музейные экспозиции, но и дает возможность исследователям более глубоко понять структуру и функционирование «Титаника». Ученые не только собирают исторические данные, но и пытаются восстановить полную картину жизни на борту. Например, в 1998 году команда, работающая в обломках, обнаружила бутылку шампанского, которая, вероятно, была предназначена для празднования прибытия в Нью-Йорк. Это открытие напомнило о том, что у людей были мечты и надежды, которые были разрушены в одно мгновение. Эти находки также стали основой для множества исследований, направленных на изучение того, как катастрофа повлияла на общество. Уникальные артефакты позволяют восстановить не только внешнюю, но и внутреннюю жизнь на борту. Все это создает картину, в которой каждый предмет становится частью более широкой истории, живой и трогательной. Теперь, когда мы углубились в мир артефактов, давайте обратим внимание на загадочные истории выживших, которые могут рассказать о своих переживаниях и опыте в тот ужасный час. Невероятные истории о выживших из «Титаника», как яркие вспышки света, освещают мрак этой трагедии. Сотни людей, оказавшихся на борту, столкнулись с ужасом, который в одно мгновение изменил их жизни. Некоторые из них пережили катастрофу и стали свидетелями событий, о которых мы можем только догадываться. Эти истории позволяют нам не только понять, что произошло в ту ночь, но и увидеть, как легко можно было потерять все. Одним из наиболее известных выживших был Джек Хоуланд, который во время затопления «Титаника» находился на палубе, когда услышал крики и шум. Он мгновенно понял, что корабль в опасности. Джек спустился вниз, чтобы помочь своей жене Кларе. В хаосе они потерялись друг от друга, и ему пришлось пробиваться к спасательной шлюпке, где ему удалось занять место. Позднее он расскажет о том, как смог спастись, обхватив руками борт шлюпки, пока спасатели не помогли ему выбраться из ледяной воды. Другой выживший, Молли Браун, стала известной благодаря своей неукротимой воле к жизни. Она была одной из немногих женщин, которых вовлекли в процесс спасения других пассажиров. Молли не просто боролась за свою жизнь, она убедила моряков спустить дополнительные шлюпки, чтобы спасти как можно больше людей. Позднее ее история вдохновила множество книг и фильмов, и ее имя стало символом мужества и решимости. Находясь на вызванной катастрофой грани жизни и смерти, пассажиры «Титаника» сталкивались с невообразимыми трудностями. Одна из самых поразительных историй принадлежит 19-летнему Арчибальду Грейси, который, несмотря на свои усилия, не успел запрыгнуть в шлюпку. Он остался на борту и наблюдал, как корабль уходит под воду. Сначала ему удалось спастись, прорывшись к обломкам, на которых он смог продержаться до утра, когда его подобрали спасательные команды. Известна также история молодой женщины по имени Элизабет, которая на момент катастрофы находилась в ожидании своего первого ребенка. Ее инстинкт материнства заставил ее рискнуть всем, чтобы спасти своего мужа и себя. Она запрыгнула в шлюпку, хотя вокруг царила полная паника. Элизабет никогда не забудет того момента, когда ей удалось выбраться из ледяной воды. Это была борьба на грани возможного. Аманда, еще одна выжившая, рассказывает, как ей удалось укрыться в спасательной шлюпке, хотя ее место изначально было занято. Она смогла убедить одного из членов команды, что ее беременность требует немедленного спасения. Эта история показывает, как на грани жизни и смерти человеческие инстинкты могут побуждать на неожиданные решения. С каждой новой историей о выживших мы понимаем, что «Титаник» был не просто кораблем, а символом надежд и мечтаний. Эти люди столкнулись с одним из самых страшных событий в истории, и их истории становятся живым напоминанием о том, насколько хрупка жизнь. Сотни жизней были утеряны, но благодаря тем, кто выжил, мы можем представить себе ужасные события той ночи. Изучая эти истории, мы не только погружаемся в детали того, что произошло, но и понимаем человеческую природу в условиях крайнего стресса. Каждый новый рассказ помогает нам увидеть, как разные люди реагировали на трагедию, какими бы смелыми или испуганными они ни были. Теперь, когда мы узнали о некоторых удивительных историях выживших, давайте взглянем на восстановленные артефакты, которые раскрывают новые аспекты трагедии и ее влияния на общество. На дне Атлантического океана среди обломков «Титаника» сохранилось множество предметов, которые стали настоящими чудесами сохранности. Эти артефакты, поднятые с морского дна, поражают своей целостностью и дают возможность заглянуть в мир полный жизни и надежд. Прежде всего, это касается предметов, найденных на палубах и в каютах, которые были насыщены историями людей, оказавшихся на борту в тот роковой вечер. Одним из наиболее впечатляющих открытий стало оригинальное обустройство первого класса, которое удивительно сохранилось. В 1995 году исследователи обнаружили фрагменты мебели, такие как столы и стулья, оставшиеся практически нетронутыми. Эти предметы свидетельствовали о роскоши и комфорте, которые предшествовали трагедии. Одним из наиболее знаковых элементов оказался большой деревянный стол, за которым когда-то собирались пассажиры, чтобы наслаждаться изысканными блюдами. Не менее захватывающей находкой стали уникальные фрагменты утвари.
В 1991 году археологи подняли с морского дна сервиз из тончайшего фарфора, использовавшийся в ресторане первого класса. Этот сервиз стал символом элегантности той эпохи и показывает уровень обслуживания, который ожидали пассажиры. Каждый кусочек этого сервиза требует особого уважения, ведь он в буквальном смысле прошел через века и сохранил свою красоту. Среди личных вещей пассажиров также были найдены удивительные артефакты. Например, в 1996 году исследователи наткнулись на карманные часы, принадлежавшие одному из пассажиров. Эти часы, которые остановились в момент столкновения с айсбергом, стали настоящим символом трагедии. Они не просто показывают время, они запечатлели момент, когда жизнь людей изменилась навсегда. Когда речь заходит о сохранности вещей, внимание стоит уделить и текстильным артефактам. В 1997 году были обнаружены фрагменты одежды, которые сохранили свои цвета и форму благодаря уникальным условиям подводного мира. Эти кусочки ткани дают нам представление о моде начала 20 века и о том, как люди выглядели на борту. Один из самых трогательных артефактов – это плед, найденный в одном из кают, который был так же элегантен, как и его владелец. Также среди находок оказалась бутылка с красным вином, обнаруженная в 1998 году. Эта бутылка, предназначенная для одного из ужинов, стала символом той роскоши, которая царила на борту. Исследователи отметили, что вино сохранило свои уникальные свойства, несмотря на десятилетия пребывания в морской воде. Это открытие стало не только находкой, но и напоминанием о том, что на «Титанике» были моменты радости. Каждый артефакт, поднятый с морского дна, не просто предмет. Это кусочек истории, который помогает нам лучше понять, как жили и мечтали пассажиры «Титаника». Эти находки открывают двери в прошлое и становятся связующим звеном между современностью и трагическим наследием, оставленным кораблем. Чем больше исследователи углубляются в изучение подводного мира, тем яснее становится, что на дне океана остались не просто обломки. Остались воспоминания о людях, которые когда-то верили, что их путешествие будет долгим и счастливым. Теперь, когда мы знаем о чудесах сохранности на дне океана, давайте обратим внимание на таинственные предметы, которые были найдены в обломках и остаются загадкой для исследователей. На обломках «Титаника» археологи обнаружили множество таинственных предметов, которые ставят перед исследователями больше вопросов, чем дают ответов. Эти находки, поднятые из глубины океана, не поддаются объяснению и порой становятся настоящими загадками. Одним из таких предметов является загадочная статуэтка, найденная в 1998 году. Уникальная фигурка, выполненная из неизвестного материала, напоминает древний амулет, но ее назначение и происхождение остаются неясными. Некоторые исследователи предполагают, что она могла принадлежать одному из пассажиров, веривших в магию и защиту. Кроме того, исследователи столкнулись с загадочной бутылкой с неразборчивой этикеткой, найденной на дне в 1990 году. Несмотря на тщательные исследования, содержимое и назначение жидкости так и остались тайной. Эта находка подогрела интерес исследователей к тому, какие тайны могли скрывать пассажиры, отправляясь в свое последнее путешествие. Не менее интригующим оказался случай с найденным компасом. В 1991 году археологи подняли с морского дна старинный морской компас, который, по всей видимости, использовался на борту «Титаника». Однако его стрелка указывает в совершенно неправильном направлении. Ученые не могут объяснить, как такой важный навигационный инструмент оказался в состоянии, когда он не выполняет свою основную функцию. Некоторые исследователи предполагают, что компас мог быть поврежден в результате удара с айсбергом, в то время как другие высказали теорию о том, что этот предмет мог быть заменен на корабле до его отправления. Особую загадку представляют предметы, найденные в личных вещах пассажиров. В 1996 году исследователи подняли с дна океана несколько старинных фотографий, запечатлевших моменты из жизни пассажиров. Однако на обратной стороне всех снимков были написаны странные коды и символы, которые никто не смог разгадать. Эта находка вызвала много споров среди исследователей, и каждый из них пытался выяснить, что могли значить эти знаки. Возможно, это были попытки оставить послание потомкам или просто шифры, не имеющие смысла. Среди найденных артефактов попалась и странная металлическая коробка с замком. В 1997 году исследователи обнаружили ее в одной из кают, но, несмотря на все усилия, открыть коробку не удалось. Металл оказался настолько корродированным, что любой попытке открыть замок грозило полным разрушением предмета. Загадка этой коробки остается неразгаданной, и многие мечтают о том, чтобы узнать, что сокрыто внутри. Кроме того, в 1993 году была найдена странная деталь, напоминающая часть механизма, возможно, из системы управления корабля. Ученые не могут определить, к какому именно устройству она принадлежала и какое ее предназначение на борту «Титаника».
Эта находка подстегнула интерес к изучению технического состояния корабля и его оборудования перед катастрофой. Каждый новый предмет, найденный в обломках, не только наполняет коллекции музеев, но и порождает множество вопросов. Находка каждого артефакта — это возможность заглянуть в мир, который ушел в прошлое, но так и не смог раскрыть все свои тайны. Эти загадочные предметы, оставаясь на дне океана, продолжают хранить себя и события той ужасной ночи. Они ждут новых исследований и открытий, которые могут, наконец, пролить свет на некоторые из самых больших загадок истории Титаника. Теперь, когда мы узнали о таинственных находках, давайте обратим внимание на влияние этих открытий на культуру и историю, чтобы понять, какую роль они играют в нашем восприятии трагедии. Находки, сделанные на дне океана, значительно повлияли на наше восприятие Титаника и его трагической судьбы. Они не только обогатили историю корабля, но и пробудили интерес к морской археологии, изменив представление о том, как мы понимаем важные исторические события. Уникальные артефакты, поднятые с морского дна, стали неоспоримыми свидетельствами того, что произошло в ту злополучную ночь, и их влияние простирается далеко за пределы научных кругов. После обнаружения обломков Титаника внимание общественности сосредоточилось не только на самой катастрофе, но и на том, как она повлияла на морскую безопасность. Исследования, проведенные над предметами, поднятыми с дна океана, помогли выявить недостатки в проектировании и строительстве судов, которые, в свою очередь, стали основой для внедрения новых стандартов безопасности на море. Это стало важным уроком, который, возможно, спас миллионы жизней в будущем. Появились новые международные нормы, направленные на улучшение безопасности пассажирских судов, что стало прямым результатом трагедии Титаника. Кроме этого, находки, такие как сервиз из тончайшего фарфора или личные вещи пассажиров, помогли восстановить картину жизни на борту. Музеи по всему миру начали выставлять эти артефакты, что привлекло внимание к истории корабля и его пассажиров. Люди начали осознавать, что трагедия Титаника не была просто историческим событием. Это была история о человеческих судьбах, надеждах и мечтах. Экспозиции, наполненные личными вещами, стали вызывать сильные эмоциональные отклики у зрителей, позволяя им почувствовать связь с теми, кто оказался на борту. Восстановленные артефакты также вдохновили создание новых художественных произведений, документальных фильмов и литературных произведений. Тема «Титаника» продолжает оставаться актуальной, привлекая внимание новых поколений. Фильмы, такие как культовый «Титаник» Джеймса Кэмерона, стали мировой сенсацией, вновь освещая трагедию и усиливая интерес к морской археологии. Зрители были поражены не только историей любви, но и масштабами трагедии, что привело к всплеску интереса к реальным фактам о «Титанике». Артефакты, найденные на дне океана, также служат основой для научных исследований и публикаций. Каждый новый артефакт становится поводом для глубокого изучения и анализа, что способствует расширению наших знаний о начале 20 века и о том, как люди тогда жили. Это создает целый ряд новых вопросов, на которые ученые стремятся ответить, анализируя каждый найденный предмет. В результате находки Титаника стали отправной точкой для множества публикаций, исследований и научных дискуссий. Таким образом, влияние находок на культуру и историю переходит от чисто научных аспектов к эмоциональной связи с обществом. Они убедительно показывают, как одна трагедия может изменить не только отдельные жизни, но и целые народы. Эта катастрофа стала не просто событием, а символом тех времен, когда технологии и человеческие амбиции столкнулись с природой. Находки Титаника остаются живым напоминанием о том, что история не заканчивается, когда события происходят, она продолжает жить в артефактах, воспоминаниях и исторической памяти. Одной из ключевых причин успешных поисковых операций и восстановления артефактов с Титаника стали передовые технологии, которые изменили подход к подводным исследованиям. С момента открытия обломков на дне Атлантического океана в 1985 году археологи и исследователи начали активно использовать инновационное оборудование, которое позволило не только обнаружить, но и тщательно изучить уникальные артефакты. Первой прорывной технологией стали подводные дроны, которые играли решающую роль в поисках. Эти устройства, оснащенные камерами высокой четкости, позволили исследователям обойти труднодоступные участки обломков, а также зафиксировать каждый найденный артефакт на видео. Дроны смогли погружаться на глубину до 20 тысяч футов, предоставляя детализированные изображения и данные о состоянии находок. Это стало настоящим прорывом, благодаря которому ученые могли воссоздавать трехмерные модели корабля и его интерьеров. Другая важная технология, оказавшая влияние на исследования, это системы сонар, которые использовались для создания детальных карт морского дна. С помощью этих систем исследователи могли находить объекты на большом расстоянии и отслеживать их состояние. Например, в 1998 году с помощью сонар была обнаружена часть корпуса, которую не удалось найти в предыдущие годы. Это позволило команде сосредоточиться на конкретных участках, где находились другие потенциальные артефакты. К тому времени, как были запущены поисковые экспедиции, ученые начали использовать специальные подводные роботы, которые могли подниматься и опускаться, фиксируя и передавая данные в реальном времени.
Эти роботы смогли извлекать объекты с морского дна, что снизило риск повреждения и потерь. Например, в 1991 году робот поднял с дна уникальную бутылку с красным вином, которая была частью ужина, запланированного для одного из знатных пассажиров. Благодаря таким технологиям исследователи получили возможность не только находить артефакты, но и бережно извлекать их из морских глубин. Помимо дронов и роботов, ученые начали применять методы трехмерного сканирования, которые позволяли создавать точные копии находок. Это стало важным шагом в сохранении исторических артефактов. В 1993 году была разработана новая система, которая позволила создать детализированные модели предметов, поднятых с дна. Это дало возможность проводить анализ материалов и состояния артефактов без физического контакта, что значительно увеличивало шансы на их сохранение. Кроме того, значительной частью технического прогресса стали компьютерные технологии. Они использовались для хранения и обработки огромного объема данных, полученных во время экспедиций. Каждое новое погружение зафиксировалось в базе данных, что позволяло исследователям отслеживать изменения и анализировать информацию о каждом артефакте. В результате каждый новый объект, найденный на дне, становился частью большой картины, помогающей восстановить историю и понять, что произошло с «Титаником». Эти технологии не только изменили сам процесс поисковых операций, но и открыли новые горизонты для изучения истории «Титаника» и его пассажиров. Благодаря инновациям исследователи смогли создать более полную и точную картину того, что произошло в ночь с 15 на 16 апреля 1912 года. С каждым новым открытием становилось все более ясно, что жизнь на борту была насыщенной и разнообразной, несмотря на трагические события. Таким образом, технологии, использованные для изучения «Титаника», стали неотъемлемой частью археологических исследований и помогли раскрыть множество тайн, которые оставались неразгаданными на протяжении десятилетий. Теперь, когда мы понимаем, как технологии изменили подход к изучению корабля, давайте обратим внимание на уроки, которые мы можем извлечь из этой трагедии и как они могут повлиять на наше будущее. Находки, сделанные на дне океана, не просто заполнили исторические пробелы, но и предоставили важные уроки, которые могут быть актуальными и в наши дни. Трагедия «Титаника», произошедшая более 100 лет назад, оставила неизгладимый след в истории, и каждое новое открытие помогает нам лучше понять, как предотвратить подобные катастрофы в будущем. Одним из самых ярких примеров является то, как полученные данные изменили подход к обеспечению безопасности на море. После катастрофы в апреле 1912 года исследователи начали внимательно изучать причины, приведшие к трагедии. Столкновение с айсбергом стало шокирующим напоминанием о том, что даже самые современные технологии той эпохи не могут полностью защитить от природных угроз. В результате анализа находок, включая поврежденные элементы корпуса, выяснили, что конструктивные недостатки, такие как недостаточная прочность, стали использованные для строительства «Титаника», стали одной из причин его гибели. Этот урок стал основой для внедрения новых стандартов в строительстве морских судов, что позволило значительно повысить их безопасность. Кроме того, находки, такие как личные вещи пассажиров, помогли исследователям лучше понять, с чем сталкивались люди в последние минуты на борту. Артефакты, включая спасательные жилеты, шлюпки и даже предметы быта, стали важными доказательствами недостатков в организации спасательных операций. Эти уроки положили начало разработке новых правил и стандартов для экстренных ситуаций на борту судов, включая минимальные требования к количеству спасательных шлюпок и обязательные тренировки для экипажа по действиям в кризисных ситуациях. Также стоит отметить, что находки «Титаника» стали основой для новых исследований в области археологии и маринистики. Ученые начали активно использовать технологии, такие как трехмерное сканирование и подводные дроны, не только для изучения «Титаника», но и для исследования других затонувших кораблей. Это привело к более широкому пониманию морских катастроф и их причин, что в свою очередь помогает избежать повторения трагедий. Научные работы, основанные на находках, продолжают влиять на обучение будущих поколений мореплавателей и артефактоведов. Находки «Титаника» также возобновили интерес к изучению человеческого поведения в условиях стресса и кризиса. Истории о выживших и их действиях в ту ночь стали объектом изучения для психологов и социологов. Эти исследования помогают понять, как люди реагируют на угрозы и как можно лучше подготовить их к экстренным ситуациям. Опыт, полученный из трагедии «Титаника», применим и в современных условиях, когда речь идет о безопасности на борту больших пассажирских лайнеров. Таким образом, уроки, извлеченные из истории «Титаника», продолжают оказывать влияние на мореплавание и безопасность в целом. Находки, сделанные на дне океана, не только обогатили наши знания о трагедии, но и послужили основой для изменений, которые стали залогом безопасности будущих поколений. Благодаря стремлению исследователей расшифровать тайны, скрытые на дне, мы имеем возможность учиться на ошибках прошлого и применять эти знания в нашей жизни. «Титаник», хоть и стал символом трагедии, теперь служит и уроком для современного общества.